Посмотрите, какой чудесный ржаной хлеб я сегодня готовлю. Прекрасный рецепт, очень вам рекомендую. Если вы любитель ржаного хлеба, то на нашем канале есть еще чудесный рецепт ржаного хлеба на домашней закваске и ржаной хлеб на дрожжах. Посмотрите, ссылка будет внизу в описании. Этот хлеб я буду делать из 250 грамм ржаной муки и 250 грамм обычной белой муки высшего сорта. Перемешаю рукой, добавляю чайную ложку соли, перемешаем. И также я добавлю сюда 2 чайные ложки тмина. Можно добавить меньше, можно чуть больше, а можно совсем не добавлять. Это уже по вашему вкусу. Все это перемешаем. Здесь у меня полкилограмма муки. И на полкилограмма муки я добавляю 7 грамм сухих дрожжей. Или чайная ложка. Опять перемешали. Также сюда нужно добавить патоку. 2 столовые ложки. Руками это также перемешаем, чтобы эта патока распределилась равномерно по всему тесту. И теперь самое главное, сюда нужно добавить чуть горячую воду. То есть вода должна быть не теплая, а немножечко горячеватая. 38-40 градусов, как раз то, что надо. И посмотрите, у нас получилось вот такое вот тесто. Теперь переносим на стол. И теперь начинаем обрабатывать это тесто. Минут 10, чтобы оно приобрело свою нужную структуру. Растянули ладошкой и сложили. Растягиваем ладошкой и складываем. Растягиваем, складываем. Десять минут я месила это тесто, и на этом все. Вы почувствуете, что тесто немного изменило свою структуру. Переносим тесто в посуду, в которой мы замешивали его. Накрываем пленкой и оставляем на какое-то время, чтобы это тесто увеличилось в 2 раза в объеме. За час с небольшим посмотрите, как чудесно это тесто поднялось. Теперь разомнем немножечко, чтобы воздух вышел из этого теста. Для того, чтобы легче работать вот с таким липким тестом, рекомендую вам смочить руки в холодной воде. И теперь сформируйте хлеб любой формы, которая вам нравится. Округлой формы, можно продолговатой. Так, смачиваем руки и формируем. Я буду готовить хлеб округлой формы. Для этого вот так вот снизу, посмотрите, вот так вот подгинаем тесто и снизу в серединке соединяем. Вот и все, достаточно. Переносим на противень, который мы застелили пергаментной бумагой. И оставим минут на 30-40, чтобы тесто еще отдохнуло и увеличилось в объеме. Прошло 40 минут, и посмотрите, как теперь наше тесто выглядит. Можно поставить прямо так в духовку, а можно сделать небольшой вот такой разрезик острым лезвием или острым ножом. Я еще чуть-чуть сверху обсыплю мукой. Выпекаем этот чудесный хлеб в разогретой духовке до 200 градусов минут 30-40. 30 минут. И посмотрите, какой чудеснейший хлеб у нас получился. Посмотрите, какой звук от этого хлеба отходит. Вот когда вы слышите такой звук, это значит, что хлеб полностью пропекся и он готов. Хлеб полностью остыл. Наконец-то можно его разрезать и попробовать. Обязательно испеките этот хлеб и порадуйте себя и своих родных. Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.